Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы с вами будем вязать вот такую овечку. Овечка-зефирка, потому что она похожа на зефир бело-розовый. Вот такая игрушка. Давайте я ее поверчу, вам немножко покажу. Вот такое милое создание получилось. Очки снимаются, одеваются. Тапочки у нее тоже снимаются при желании, одеваются. Какой же рост этой игрушки? Рост в высоту 12,5 сантиметров, в ширину с ручками 12 сантиметров. Вот такая милая игрушка получается. И если желаете, можем с вами ее связать. Вот такую красавицу, смешную овечку-зефирку. Ну и что же нам понадобится для ее вязания? Нам с вами понадобится 3 цвета. Основной у меня белый. Тело овечки я вязала таким темно-серым цветом. И уже аксессуары, язычок и внутренние части ушки розовым цветом. Я взвесила игрушку, ее вес получился 50 грамм, значит вам понадобится совсем немножко ниточек. Больше всего это беленькое основное и совсем немножко серой и розовой, если вы решите вязать в таком же цвете, как у меня. Какая же вам понадобится пряжа? Крючок я использовала 2,5, а пряжа подойдет или хлопковая, катон, или можно полухлопковая. Также можно использовать акрил. Давайте я вам сейчас напишу, какая пряжа подойдет для этой игрушки. Основной параметр можно использовать это метраж. Примерно 300-350 метров на 100 грамм. Вот я вам оставлю сейчас пример пряжи, которой вы можете вязать вот такую овечку. Ну что, а теперь давайте приступим и свяжем вот такую красавицу. Сегодня мы с вами будем вязать мордочку, ручки и ножки. А во второй части мы уже с вами свяжем тело и полностью соберем нашу овечку. Сейчас у нас будет самый ответственный момент. Мы будем с вами вязать мордашку нашей овечки, зефирки. И начнем мы вязать с губки, потому что нам потом ее нужно будет ввязывать в мордашку. Поэтому первое, что мы начнем вязать, это вот эту губу. Ну что, давайте приступим. Губка, кольцо амигуруми, 6 столбиков, без накида 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо стянули хорошенько, чтобы не было дырочки. Делаем соединительный столбик. Готово. Второй ряд мы вяжем с вами 6 прибавок. Каждую петлю по 2 столбика. Первая прибавочка, вторая, третья, четвертая, пятая и вот шестая, самая сложная. Шестая. Где подтянуть надо хорошенько. Вот так. Вот. Закончили второй ряд. Берем маркер. Ложим вот так маркер. И вяжем третий и четвертый ряд по 12 столбиков.
И давайте я это сделаю в ускоренном режиме, а потом продолжим. Закончили. Маркер убираем. Дальше этот хвостик мы прячем внутрь. И теперь смотрите, мы с вами складываем пополам. Это же у нас губа будет. Пополам и через два полотна, образно говоря, да, вот так продеваем крючком и провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, так, не пропускаем тут, четвертый, пятый и вот последний тут шестой. Все, губа готова. Здесь нам не надо будет с вами длинный хвостик, поэтому отрезаем и закрепляем. Так, первая деталь мордашки готова, губа. Но сейчас мы будем с вами вязать саму мордашку. Ну и начнем мы, как обычно, с вами это с кольца амигуруми. Мы вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Кольцо стягиваем хорошенько. Делаем соединительный столбик. И первый ряд у нас готов. Второй ряд мы вяжем столбик без накида, прибавка. Так повторяем 3 раза. Столбик без накида, накида, прибавка, столбик, прибавка и третий раз столбик. И последняя у нас с вами прибавка. Я так затянула, но у меня все получилось. Второй ряд готов. Беру маркер. Третий ряд похожая схема. 2 столбика, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. И еще один раз. Маркер здесь оставляем. 4 и 5 ряд мы с вами вяжем по кругу. Столбик в столбик. По 12 столбиков без накида в каждом ряду. И давайте встретимся уже на 6-м ряду с вами. И продолжим вязание. Я связала эти 2 ряда. Маркер я оставляю. Будет и так видно, где заканчивается и начинается ряд. И дальше 6-й ряд мы с вами вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. А
потом делаем прибавочку. И так повторяем еще 2 раза. 3 столбика без накида. И следующую вяжем прибавку. Последний 3-й раз. 3 столбика. И прибавка. Так. И продолжим. 7-й ряд. Похожая схема. 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3 и 4. Здесь мы вяжем прибавку. И снова 1, 2, 3, 4. Прибавка. Последний раз. 1, 2, 3, 4. И вот у нас с вами последняя прибавочка. Мы с вами закончили 7-й ряд. Пока мы убираем маркер, дальше мы с вами будем присоединять губу. Помните, мы с вами только что ее связали? Вот как раз она нам и понадобится. Давайте возьмем губу. Взяли губу нашу. И теперь смотрите, мы будем сейчас вместе провязывать 6 столбиков вместе с губой. Давайте вот так сделаем, чтобы потом вот этот хвостик ввязать. Итак, сначала здесь вводим крючок. И потом здесь в следующий. Так, чтобы, смотрите, не проверять будем себя, чтобы не получилось, что мы потеряем где-то петелечку. Вот следующая петля. Теперь делаем столбик. Подтянули хорошо. Столбик без накида 1. Дальше 2. Здесь 2. И здесь я вам предлагаю вот так проверить, чтобы у вас не получилось, что вы в одну и ту же или через одну ведете крючок. 2. Так, вот у нас 3. 3. 4. Еще 2 осталось. 5. 5. Петля. Хвостик, не мешай мне. И последняя 6. И здесь тоже, чтобы не пропустить, 6. Все, мы с вами справились. Итак, мы с вами провязали вот этих 6 столбиков вместе с губкой. И дальше тут, смотрите, находим нашу следующую петлю. Это вот это будет, чтобы не пропустить. И мы с вами вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше у нас идет прибавка. 2 столбика. 1, 2, прибавка.
еще 2 столбика, первый, второй, прибавка, и должно у нас с вами остаться 2 столбика. Тогда получается, что мы нигде с вами столбик не потеряли и не прибавили. Итак, 8 ряд у нас закончен. Здесь мы привязали губу, а здесь у нас началось расширение мордочки. Мы ставим маркер. И дальше мы будем вязать по схеме. 9 ряд, 3 столбика без накида, прибавка. Так повторим 5 раз. И в конце еще свяжем 1 столбик. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. А дальше у нас прибавка. И так еще 4 раза. И вот у нас с вами последняя прибавка. И остался у нас 1 столбик. И 9 ряд у нас с вами закончен. 10 ряд у нас схема вязания такая. Первый мы делаем столбик без накида. И дальше схема вязания будет такая. 5 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавочка. И так повторим еще 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавочка. И еще 2 раза точно так же. Последняя прибавка. И тут у нас с вами остается 1 столбик без накида. Чудесно! 10 ряд закончен. Маркер вот так можем с вами просто оставить, потому что 11 ряд мы вяжем с вами без изменений столбик в столбик. И в 11 ряду у нас с вами должно быть 30 столбиков. Вяжем так до конца ряда. Это у нас с вами последний ряд. Но там есть один маленький нюанс, так что давайте довяжем. И сделаем это быстро. Итак, мы с вами, смотрите, подошли к завершению. У нас, в принципе, с вами мордочка готова. Мы вот так ее будем пришивать к нашей овечке-зефирке. Я вам предлагаю довязать до середины губки. Просто чтобы там закончить, чтобы красиво было пришивать. Вяжем еще 1 столбик, второй, третий, четвертый. И пусть 5 у нас будет с вами соединительный столбик. Все, ниточку берем, оставляем подлиннее, потому что именно этой ниточкой мы будем пришивать с вами мордочку. Отрезали, закрепили, маркер убрали. И вот такая мордочка, смотрите, у нас красивая получилась. Очень было вам показать, как связать язычок. Давайте сейчас свяжем язычок и прикрепим его к мордашке. Для этого берем розовенькую ниточку,
Набираем 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И с второй петли от крючка мы провязываем 6 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Все, ниточку отрезаем, закрепляем. Теперь берем готовую мордочку и просто сейчас мы вот так вводим крючок, подхватываем одну ниточку, рядышком вводим еще один раз, берем эту ниточку, захватываем. Смотрим. Нравится? Нравится. Здесь просто с вами завязываем 2 узелка. Все, морда готова. Потом я покажу, как сделать утяжку. Итак, мы с вами будем сейчас вязать вот такие ручки. Нам понадобится 2 штучки связать. И давайте начнем. Овечку я отставляю. И мы с вами начинаем с кольца амигуруми. И вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Шестой. Кольцо затягиваем. Делаем соединительный столбик. Готово. А второй ряд мы вяжем 6 прибавок подряд. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Так повторяем 6 раз. Тут мы можем с вами взять маркер и отметить начало следующего ряда. Следующий ряд у нас с вами будет 3. Мы вяжем 12 столбиков без накида, но смотрите, мы вяжем не за 2 доли петли, а мы вяжем за заднюю долю петли, вот за одну. И вот так провязываем 12 столбиков. Закончили. Маркер можем пока здесь оставить, потому что следующие 2 ряда мы будем вязать по 12 столбиков без накида. Но видите, мы будем вязать с вами за 2 доли петли, как обычно. Вяжем 4 и 5 ряд по 12 столбиков. И давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 6 ряду. Итак, я провязала их. Маркер можно вот так сейчас положить, будет в принципе. Потом мы его поменяем. Вот этот хвостик, чтобы нам не мешал, тоже можно его вовнутрь убрать. Вот такие мелочи. И продолжим наше вязание. Дальше у нас с вами будут убавочные ряды, поэтому мы вяжем столбик без накида, убавка, так повторим 4 раза. Столбик без накида. Чтобы легче нам было делать убавку, мы будем делать вот таким образом. Вытянули, вытянули петли, а теперь провяжем, протянем ниточку. И еще один раз столбик без накида.
убавочка. И осталось нам так сделать еще 2 раза. Столбик, убавка. Сейчас последний раз. Столбик, убавка. Так. Закончили. Давайте маркер мы перенесем с вами. И следующий ряд у нас тоже будет убавочный, только схема вязания будет такая. Мы вяжем 2 столбика без накида и делаем 1 убавку. Так повторим 2 раза. Первый столбик, второй столбик. Дальше мы вяжем с вами, делаем убавление. Готово. И еще 1 раз делаем 2 столбика. Первый, второй. И тут у нас делаем убавку. Готово. Смотрите, тут маркер мы перенесем. И сейчас как раз самое время нам с вами наполнить вот это копытце холофайбером. Добавить сюда холофайбер. Давайте я сделаю это за кадром. И вы сделаете это. И потом мы с вами продолжим наше вязание. Так, ну я наполнила, как видно, наполнила. Смотрите, вот такая она получается. Копытце на ручке. Потом мы еще ее стянем. Ну, а сейчас продолжим наше вязание. И план у нас такой. Мы вяжем с 8 по 11 ряд. То есть 4 ряда подряд. Мы вяжем с вами по 6 столбиков без накида, которые у нас остались. И в принципе у нас с вами ручка будет уже готова. Нам останется сделать небольшую утяжку, чтобы она была похожа на ручку овечки или козочки. Это буквально займет у нас пару минут. А пока давайте я свяжу за кадром, а вы тоже поставите на паузу видео, и мы с вами уже увидимся в конце 11 ряда. Итак, мы закончили, провязали с вами 1, 2, 3, 4 ряд. Здесь ниточку возьмите подлиннее, потому что ею как раз будем пришивать с вами ручку. Ниточку отрезали, закрепили. Готово. Маркер нам уже с вами не понадобится, убираем. И нам с вами нужно сделать, вот смотрите, как здесь, вот такое, как копытце, видно вам, да? Вот такое. Для этого нам нужно взять иголочку. У меня такая изогнутая, можно обычную взять, ниточку, цвет, закрепить. И мы выбираем с вами, где у нас будет. У нас параллельно должно быть. И смотрите, мы выведем с вами иглу на втором ряду от края, от вот этой косички, что у нас получалось. Давайте примерно здесь наметим себе, вот так берем иголку внутрь и выводим. Вот. Второй ряд снизу. Там у нас ниточка хорошо закрепится. Замечательно. Можно сделать вот так один стежок, чтобы просто закрепить нить, чтобы она оттуда не потянула. Сделали закреп. Теперь смотрите, мы будем вот так проводить. И здесь нам надо, ну, примерно в таком же месте, видите? Тоже отсчитываем 1, 2 ряд и выводим иголку
то же самое место, откуда она у нас с вами брала начало. Вот, видно вам? Ставим ниточку, чтобы она была вот так посерединке. И стягиваем ее. Так, хорошенечко стягиваем. Нам с вами еще один раз надо будет стянуть, но смотрите, какой тут нюанс. Мы вставляем вот сюда же ниточку, куда и в прошлый раз, но выводим ее отсюда, с центра, там, где мы набирали с вами 6 столбиков кольцом амигуруми. Ну, вот я показываю, сюда вводим, а вот это кольцо выводим. Ну, так, чтобы на ниточку не попало. Вот, видите? Вывели. Тоже подтягиваем. И теперь, чтобы это хорошо закрепить, смотрите, вот этой другим концом иголки мы подхватываем эти две ниточки. У нас петля получается. Закрепляем эту петлю. Подтяну, закрепила. И теперь выводим ее снова в это кольцо амигуруми. И уже тут где-то вывести просто. Рандомно, все равно где. Но вот тут мы сейчас ее подтянем. Опа. Вот и смотрите, такая у нас получается копытце. Подтянули хорошо, можно расправить. Вот так. О. Готово. Эту ниточку здесь закрепили. Так как у нас ниточка в цвет, нас ничего не видно. Можно еще просто подтянуть, закрепить. Все. И выводим. Сюда выводим. И все. Нам эта нитка не понадобится. Потом ее обрежем. Мы вяжем с вами такие 2 штучки. Итак, мы с вами сейчас будем вязать вот такую ножку для нашей овечки. И для этого нам понадобится серая ниточка. И начинаем. 5 воздушных петель. Дальше с второй петли от крючка, первая, вторая, вот в третью мы с вами вводим и делаем одну прибавку, столбик без накида. Дальше 1 столбик. И в последнюю петлю мы вяжем 3 столбика в одну петлю. Дальше вяжем по второй части 1 столбик. И вот сюда же мы ввязываем с вами тоже 1 столбик. Первый ряд у нас закончен. Возьмем маркер, чтобы не потеряться в петелечках. Есть. Второй ряд у нас с вами будет прибавка, 3 столбика без накида, прибавка. И вот сюда мы с вами вяжем. Смотрите, у нас вот была с вами прибавка, и вот в первую петлю мы вяжем прибавка. Дальше 3 столбика, первый, второй, третий. И тут снова у нас в центре мы делаем прибавку. И 3 столбика у нас остается до конца ряда. Первый, второй и третий. Второй ряд у нас закончен. Во втором ряду у нас с вами должно получиться 10 столбиков без накида. Переносим маркер.
И приступаем к третьему ряду. Здесь у нас будет с вами 2 прибавки. Первая прибавка. Дальше вторая прибавка. 3 столбика. Первый, второй, третий. И снова у нас 2 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. И до конца у нас с вами остается, видите, 3 столбика. Их мы и провязываем. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 14 столбиков. Маркер перенесли. Четвертый ряд мы с вами вяжем 1 столбик без накида. Дальше 2 прибавки. Первая, вторая. Потом мы с вами вяжем 5 столбиков подряд. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше у нас идут с вами 2 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. И до конца ряда у нас с вами должно остаться 4 столбика. Их мы провязываем первый, второй, третий и четвертый. Закончили. В принципе, вот так подошва нашей ножки у нас готова. Когда мы будем вязать обувь для нашей овечки, точно так же проделаем с 1 по 4 ряд, только из розового цвета. Но об этом чуть позже. А пока мы переносим маркер и вяжем с вами 18 столбиков, но видите, за заднюю стенку петли. Провязываем петля в петлю 18 столбиков. Итак, мы закончили с вами 5 ряд. Видите, как бы провязали, у нас получилась подошва. Впоследствии, смотрите, нам нужно будет с вами вырезать из толстого картона или тонкой пластмассы равноценную подошву. И можно потом вставить, можно сейчас. Вот так мы вставляем и продолжаем наше вязание. Смотрите, здесь очень важно, мы с вами убираем маркер. Провязываем уже за 2 доли петли 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. У нас с вами получается следующая петля будет по центру, от центра вязания. То есть на центр пяточки. Мы сейчас переносим маркер. То есть провязали 3 столбика, перенесли маркер. И теперь 6-й ряд мы с вами продолжаем вязать и вяжем 18 столбиков за 2 доли петли по кругу. И давайте я это сделаю в ускоренном режиме. И уже мы с вами продолжим вязать. Там будут у нас уже убавочки в 7-м ряду. Итак, мы закончили с вами 6-й ряд. Маркер переносим. И 7-й ряд у нас будет схема вязания такая. Сначала мы вяжем 5 столбиков, а потом делаем 4 убавки. Начинаем. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Теперь мы будем делать с вами убавки. Давайте, чтобы легче было, делаем убавку так. Вытянули петлю, вытянули, провязали вместе. Первая убавка, вторая убавка, третья, и четвертая. 4 убавки.
И тут у нас с вами должно остаться 5 столбиков без накида. Вяжем. Четвертый. И вот 5. Довязали. Замечательно. Маркер переносим. Так, тут уберу. Вот, видите, у нас с вами уже закругляется. Ножка, копытце, как хотите. Мы потом сделаем утяжку, и будет как немножко похоже на копытце. 8 ряд. Мы с вами начинаем с убавки. Делаем одну убавку в начале. Провязали. Дальше мы с вами вяжем 3 столбика. Первый. Чтобы хорошо было видно. Второй. Третий. И снова мы будем делать с вами убавки. Мы делаем 2 штучки. Так, мне тут попался хвостик. Первая убавка. Сейчас будет вторая. Вторая убавка. Дальше мы вяжем 3 столбика. Первый. Второй. И смотрите, у нас тут сейчас будет 3-й столбик. И в конце мы с вами вяжем одну убавку. Как раз у нас остается 2 петли. Мы вяжем одну убавку. Замечательно. Маркер мы переносим. Еще немножко мы уменьшим ножку. Итак, 9 ряд. Мы будем с вами вязать 4 столбика. Первый. Второй. Третий. И 4. Дальше мы вяжем с вами одну убавку. Она получается у нас по центру здесь. Видите? Так, чтобы не пропустить и не сделать лишний столбик. Убавка. И остается у нас с вами 4 столбика. Первый. Второй. Третий. И вот он, последний, 4 столбик. Все, у нас с вами сформирована ножка. Смотрите, я предлагаю вам сейчас ее набить холофайбером, потому что дальше мы будем с вами вязать по кругу с 10 по 15 ряд, то есть 6 рядов. Давайте свяжем с 10 по 15, 6 рядов мы вяжем по 9 столбиков без накида по кругу. Давайте я это сделаю за кадром и уже увидимся с вами, когда ножка будет готова. Вот, я закончила, за кадром связала. 2 ножки у нас готовы. Ниточку обрежьте, оставьте подлиннее, потому что именно ею мы с вами будем пришивать ножку к нашей овечке. И на этом первая часть нашего мастер-класса закончена. Если вы вяжете со мной овечку-зефирку, поставьте лайк, напишите комментарий, какого цвета у вас будет овечка. Мне будет очень приятно. И увидимся с вами во второй части этого мастер-класса.